Нарцисс тебя вначале блокирует, а потом разблокирует. Почему он так себя ведет? Представь, что ты находишься в отношениях с нарциссом, и вот в какой-то момент он тебя блокирует во всех соцсетях, ты в этот момент переживаешь какие-то смешанные чувства, тебе непонятно в чем дело, и потом он тебя разблокирует и опять пишет. И ты чувствуешь, что вообще это тебя как-то разносит на молекулы. Почему он так себя ведет, как себя в такой ситуации вести, как этому противостоять, сегодня мы все это разбираем. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами говорим о том, почему же нарцисс тебя блокирует и потом разблокирует, что в такой ситуации делать. Если эта тема вам интересна, обязательно ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы начинаем. Как вообще работает блокировка, вообще что это такое, так сказать, в норме? То есть вообще, зачем придумали блокировать других людей? Предположим, какой-то человек, которого я не знаю, у меня нет с ним никаких отношений, пишет мне рекламный спам, или присылает какой-то там дикпик, или какие-то оскорбительные вещи по каким-то своим там причинам. Я его не знаю, у меня нет никаких с ним отношений, соответственно, я не вижу никакой вообще цели, смысла, чтобы ему что-то там доказывать, я его просто блокирую. То есть он мне что-то прислал, что мне не нужно. Я отключаю эту техническую возможность получать от него информацию, потому что мне это не нужно, это не в моих интересах. Или, предположим, мы с каким-то человеком, с которым мы друг друга знаем, общаемся, но, предположим, его как-то заклинило, там, или, скажем, он там пьяный, или еще чего-то. Он мне пишет какие-то гадости. Я ему пишу, что, пожалуйста, не пиши мне эти вещи, или там, я не хочу сейчас на эту тему разговаривать. Он продолжает мне писать, и в таком случае я также могу его заблокировать, потому что таким образом я просто вот этот технический способ переписки подвожу под тот фактический уровень общения, который у нас есть. Он меня не слышит, он вышел из контакта, он пишет что-то как бы в одностороннем порядке. То есть, соответственно, мы с ним сейчас находимся не в контакте, психологически, а физически вот вроде бы он имеет все еще возможность написать, и я делаю так, чтобы он не имел возможности написать. Он со мной как психологически не в контакте, вот так теперь ты и технически со мной не в контакте. Что же касается нарцисса, почему он блокирует, мы с вами помним, что нарцисс — это человек, у которого очень много такой вытесняемой тревоги, неуверенности, опять же вытесняемой такой какой-то неустойчивости. То есть он живет в таком расщепленном противоречивом мире, где он старается всем показывать, и ему кажется, что вроде он такой окейный, значимый, какой-то весомый, но при этом внутри у него очень много нестойкости, от которой никуда не денешься. Поэтому, когда нарцисс с тобой переписывается и пытается как-то тебя контролировать, вывести тебя на какие-то эмоции, каким-то образом на тебя воздействовать, и он понимает, что у него это не получается, то в таком случае, когда он понимает, что он теряет контроль над этой перепиской, он может тебя заблокировать. По сути, это такая, знаете, пощечина, когда ты тут же выходишь из контакта. То есть, когда-то люди хлопали дверью и уходили, а потом люди бросали трубки, когда были эти проводные телефоны. Сейчас, так сказать, техника не стоит на месте, люди блокируют. Он тебя блокирует, это такая вот пощечина, это такой вот акт, такой очень недружественный, он тебя заблокировал, и ты не можешь отреагировать никак. То есть, как правило, когда ты находишься в отношениях, если ты человек с гармоничной личностью, ты предполагаешь, что если с этим человеком мы общаемся, и у нас с ним какой-то вроде как спор, конфликт, то как он должен закончиться? Понятно, мы должны с ним как-то договориться, как-то выяснить что-то, или, по крайней мере, если мы не можем договориться полностью, то выйти на какие-то такие точки, значит, я на этой позиции стою, ты на этой позиции, я остался при этом мнении, я при этом месте, и дальше оставаться в отношениях. Когда ты пытаешься с человеком как-то договариваться, или, например, когда нарцисс начинает, знаете, какие-то непонятные свои претензии предъявлять, вы ему как-то отвечаете, вам непонятно, что происходит, и бац, он тебя заблокировал. В таком случае нормальный человек испытывает такой букет эмоций, смятение, какой-то, может быть, злость, раздражение, может быть, иногда страх, потому что непонятно, почему человек себя так повел, и мне кажется, что это или там тревожно. То есть, почему он так себя ведет? Вы оказываетесь в каком-то ворохе эмоций, вы не можете никак с ним связаться, потому что он вас заблокировал, как-то это отреагировать, вы это перевариваете как-то в себе. И через пару дней, когда вы немножко остыли, он вас разблокирует и дальше начинает с вами общаться. То есть таким образом он старается технически, с помощью технологии блокировки, как-то контролировать ваш контакт. Он пытается вас контролировать путем того, что он когда захотел заблокировал, когда захотел разблокировал. Также нарцисс может тебя блокировать во время утилизации. То есть мы помним с вами, есть такая стадия утилизации, это когда нарцисс уже понимает, что ты из этих отношений уходишь, потому что он тебя, так сказать, уже доконал. За секунду до того, как ты выходишь из этих отношений, ему нужно самому сделать это. То есть ему нужно бросить тебя, а не быть брошенным. Ему нужно хлопнуть дверью до того, как ты хлопнешь дверью. То есть ты понимаешь, что я нахожусь в отношениях с человеком, мне эти отношения уже перестали нравиться. Ты либо осознаешь, что он нарцисс, либо подозреваешь, что он нарцисс, либо ты вообще не знал ни про каких нарциссов, неважно. Ты находишься в отношениях с человеком, который тебя постоянно абьюзит. Он ведет по отношению к тебе себя нехорошо, тебе так не нравится. Он тебя оскорбляет, токсично можно называть, неэкологичное отношение, абьюзивное. Любые можно термины предлагать. Самое главное, что тебе в этих отношениях не окей. И ты как будто бы понимаешь, что
Сегодня я с ним поговорю о том, что нужно нам с ним расстаться. Вот он это почувствует и заблокирует тебя вот в тот день, когда ты собираешься с ним говорить. Или когда ты только начинаешь об этом говорить, он понимает, вот здесь запахло жареным, я ее заблокирую, потому что что? Потому что я из этих отношений выхожу раньше, чем она. Часто бывает так, что нарцисс вообще таким образом продлевает отношения. То есть он чувствует, что ты собираешься уходить, он тебя блокирует, и в этот момент ты больше не думаешь о том, что нужно уходить из отношений, ты думаешь о том, почему он меня заблокировал, почему так вообще произошло, зачем он так поступил. Это как-то, вообще неразумно, неожиданно, и может быть это дело во мне. А люди с гармоничными чертами личности, мы, как правило, мнительные. То есть если вдруг меня заблокировали, я начинаю думать, так, может я что-то не то сделал, может быть это как-то со мной связано. Мне надо разобраться, потому что в следующий раз меня тоже может другой человек заблокировать. Это дело во мне. Дело совершенно не в вас, дело в другом человеке, который взял тебя и заблокировал. Потом, когда он спустя какое-то время тебя разблокирует, опять же, ты не думаешь о том, что я собиралась выходить из этих отношений. Ты думаешь о том, что он меня разблокировал, а почему ты меня разблокировал, а зачем ты меня до этого заблокировал. То есть он старается внести такой драмы, которая отвлекает от основной идеи того, что вы собираетесь из этих отношений-то выходить. То есть, другими словами, когда тебя нарцисс заблокировал, а потом разблокировал, можно сказать, что он тебя утилизировал, а потом он пингует. То есть он пытается как-то продолжать контролировать отношения, которые уже ему очень сложно контролировать каким-то нормальным способом. Еще одна манипуляция, которую используют нарциссы, это гуверинг. Гувер — это была марка пылесоса, и так эту манипуляцию назвали в честь этого пылесоса. То есть когда нарцисс тебя засасывает. Он тебя, блокируя, потом разблокируя, пытается таким образом привлечь твое внимание к себе. То есть, опять же, он подсыпает драмы, так сказать, подсыпает такой древнегреческой трагедии в эти отношения, которые уже как будто бы заканчиваются. Но тем, что он тебя блокирует и разблокирует, вроде бы как он показывает, что смотри, как я контролирую всю ситуацию. Это же такой, знаете, энциклопедический пример. Когда тебе человек написал гадость, ты ему пишешь такое сообщение, и когда собираешься отправляешь, а оно не доходит, потому что тебя уже заблокировали. То есть ты думаешь, что, черт подери, столько ж накопленного, столько нужно ему сказать, у тебя формируется в голове очаг возбуждения, тебе, этому человеку, нужно донести, у тебя, по сути, не закрытый гештальт по поводу него, у тебя есть незавершенный процесс, тебе нужно человеку ответить, ответить некуда, потому что он тебя заблокировал. И у нас вообще психика к этим вещам не совсем приспособлена, потому что ранее, если другой человек тебе что-то сказал, он может от тебя, конечно, убежать, но он убежит от тебя не быстрее, чем ты можешь его догнать. Или человек может захлопнуть дверь, ты можешь подойти к этой двери и открыть ее. А в случае с этими цифровыми технологиями, человек тебя заблокировал, и ты, что я могу сделать? Ты ничего не можешь сделать, потому что вы же с ним общались и так дистанционно. Поэтому, отвечая на вопрос, почему нарцисс меня сначала блокирует, а потом разблокирует, ответ простой: потому что может, потому что он так играет в эту игру, это такая его игра. И если ты думаешь, что он меня заблокировал, потому что я как-то себя неправильно повела, я что-то не так сказала, и как-то, возможно, его там обидела, а разблокировал он меня, потому что я, наверное, как-то исправилась, или у него в голове что-то произошло, это все очень такая неблагодарная работа. То есть попытка понять, что там думает нарцисс, это просто пустая трата времени. Да, когда мы находимся в здоровых отношениях, это логично, что нам хочется понять мотив другого человека, потому что, как правило, мотивы другого человека в здоровых отношениях, они какие-то ясные, предсказуемые и лежат, как правило, в какой-то общей такой логике. Но это не касается отношений с нарциссом. Если ты понимаешь, что он тебя блокирует или разблокирует, это вообще с тобой никак не связано. Он решает в этот момент свои какие-то задачи, он это делает в своих интересах. Ему важно тебя блокировать, разблокировать, чтобы получить от тебя какую-то реакцию. Поэтому в ситуации, если тебя человек заблокировал, потом разблокировал, потом еще раз заблокировал, тебе не нужно думать о том, что тебе делать, чтобы он тебя разблокировал, почему он это сделал. Тебе нужно понять, что ты находишься в отношениях с таким человеком, человек с нарциссическими чертами, который такой блокировщик-разблокировщик. И тебе нужно думать, что ты будешь делать дальше. Хочешь ты находиться в этих отношениях? Может, у тебя скучная жизнь, тебе хочется такой немножко драмы какой-то. Или ты не хочешь находиться в этих отношениях? Хочешь ты дальше взаимодействовать с человеком, который может в любой момент тебя заблокировать совершенно по никаким непонятным причинам, а потом с какого-то черта вообще разблокировать? Или ты этого не хочешь? И дальше, исходя из того, чего ты хочешь или не хочешь, собственно, делать то, что ты хочешь или не хочешь. Не думать о том, что происходит в голове у другого человека. Бывает, конечно, ситуация, что уже сформировалась определенная привязанность к этому человеку, и ты умом все понимаешь, но все равно, когда он тебя блокирует, тебе очень больно, ты не можешь как-то его отпустить. Но в таком случае нужно это как-то проработать. Вы можете записаться ко мне на консультацию, у меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети, пишите там в личное сообщение, мы с вами можем с этим поработать. Потому что бывает так, что умом я понимаю, что надо отсюда бежать, так сказать, а сердцем сформировалась привязанность, не могу из этого выйти.
Я прошу вас, чтобы вы написали в комментариях, есть ли у вас опыт, когда вас человек вот так блокировал, разблокировал, что вы переживали в этот момент. Мне очень важно, чтобы вы описали какие-то, пускай 3 основных эмоции, которые в этот момент испытывали. Предположим, там гнев, раздражение, страх, или какие-то свои 3 эмоции. И если у вас был такой опыт, то как вы вышли из таких отношений? Потому что, опять же, когда тебя человек блокирует, разблокирует, оно как бы немножко так засасывает, это как гуверинг своего рода. Если вам видео понравилось, тема кажется важной, обязательно поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на мой канал, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.